Дорогие мои стрельцы, здравствуйте! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, и это астрологический прогноз с 5 по 11 февраля на следующую неделю. Множество разных событий может произойти, поэтому давайте запасайтесь чаем, кофе, подписывайтесь на канал. Мы с вами сейчас отправляемся в будущее. В понедельник планета Меркурий переходит в знак зодиака Водолей, ваш третий дом гороскопа, до 23 февраля. 18 дней будет находиться планета общения и коммуникаций в своем же третьем доме. О чем это говорит? Во-первых, Меркурий в Водолее – это общение, это раскрепощение. Ну и третий дом – это тоже общение и коммуникации, поэтому здесь просто комбо у вас, стрельцы. Вы будете общаться с людьми, не бояться. У вас как будто, знаете, как будто ваши границы или какие-то комплексы в общении, они разрушатся в этот момент, и вы вот прям сможете найти общий язык. Может быть, вы раньше с кем-то не могли сконнектиться, да, найти компромисс, может быть, в коллективе вас кто-то раздражал. Сейчас вы сможете как-то наладить общение, и с руководством в том числе. Далее, потом, третий дом, это командировки, вас могут отправить куда-то на другую точку, к примеру, если вы в продажах работаете. Можете поехать на другую точку, в другой магазин, и там познакомиться с новым коллективом, там познакомиться с новым начальством. Затем, Меркурий в Водолее – это новые интересы. Возможно, вы познакомитесь с людьми, или кто-то из вашего окружения даст вам какую-то идею. И эта идея будет вот прям, вот знаете, заинтересует вас очень сильно. Может быть, это будет касаться работы. Может, вам кто-то скажет, что вот там, вот в той компании хорошие условия. И вы будете думать о том, чтобы покинуть эту работу и перейти туда. Может быть, будут новые интересы в хобби, интересы в каком-то деле, в которое вы посвящаете себя. Это тоже вполне возможно. Затем, обучение, третий дом. Может быть, кто-то из стрельцов будет брать какие-то курсы, читать какую-то очень важную литературу, встретитесь с людьми, опять же, да, какими-то коучами, какими-то учителями. Может, общение будет с учителем, или общение будет с человеком, у которых там вообще, там, не знаю, научная степень какая-то, да. Либо вы будете думать о том, чтобы поступить куда-то в этом году или когда-нибудь там, на высшее образование, или в колледж, или школу закончить. Ну, что-то с этим тоже будет связано. Затем третий дом – это транспорт. И здесь, возможно, вы пересядете с машины на автобус, на маршрутку, или наоборот, захотите купить себе автомобиль, сдать на права, не знаю, может быть, отправиться куда-то, вы захотите просто покататься, не знаю, там, на самолете, на вертолете, на поезде, может, вам, не знаю, там, вручат путевку какую-то, да, вы поймете, все, поеду на поезде куда-то. Либо в командировку вы отправитесь на каком-то другом транспорте. Далее, Меркурий в Водолее приносит какие-то озарения, какие-то вещи, которые от вас были скрыты. Знаете, как будто кто-то от вас скрывал какую-то информацию. По третьему дому информация, кто-то от вас что-то скрывал, и вы это узнаете. Вы это узнаете, может быть, внутри коллектива что-то от вас кто-то скрывал. Либо кто-то сплетню пустил, и вы узнаете, кто это сделал. Либо вы, не знаю, узнаете какую-то информацию от начальства, от какого-то круга общения, от друзей какую-то, знаете, информацию, новость какую-то, которую вы, не ожидали никак. Либо эта информация вот действительно сбросит с вас розовые очки, и вы увидите все воочию, как на самом деле оно есть. Вы, может быть, чувствовали что-то, да, интуитивно, но не верили в это. И вот с 5 по 23 февраля что-то вы узнаете. И вот спадет, так сказать, вот эта пелена. Далее. Замечаете что-то в партнере в этот момент с 5 по 23 число, что-то, какие-то будут изменения в вашем любимом человеке, и они могут пройти позитивно и негативно в том числе. Но в основном должны они пройти позитивно. Меркурий в Водолее говорит о том, что вы узнаете какие-то, может быть, характеристику новую, какой-то талант проявится и у вашего любимого человека, вы скажете: ого, ты еще и так можешь, может и так проиграться в вашей жизни Меркурий в Водолее. Ну и братья, сестры, это тоже третий дом, с ними будет общение, какая-то коммуникация, встречи будут с ними, может быть, вы будете общаться именно по новому интересу, там, к примеру, сестра чего-то умеет, пойду-ка я к ней и этому научусь, или брат меня сейчас научит чему-то, или вы научите брата или сестру, может быть, вы будете им преподавать или что-то рассказывать, какую-то важную информацию. Так что как-то так Меркурий в Водолее проиграется в вашей жизни, стрельцы. Помимо всего прочего, Луна входит в ваш знак зодиака Стрелец в понедельник и вторник она там будет. И это замечательное время
чтобы посвятить его себе. Вам Луна принесет, знаете, хорошее настроение. Луна в Стрельце всегда приносит оптимизм. Вы захотите гореть какими-то новыми идеями, делиться с ними, со своими близкими, друзьями, детьми. Вот прям вот понедельник и вторник вы будете сиять. Конечно, не целый день, прям не с самого утра, но все-таки оптимизм какой-то у вас появится. Вот это чувство того, что все хорошо, все нормально, все будет благополучно. Вот как-то вы этим зажжетесь в понедельник и вторник. Замечательное просто время. Вообще, также в эти же дни провести лучше время для себя. Вот пойти и что-то изменить в себе. Может быть, вы задумаетесь о том, что нужно накачать губы, и пойдете консультироваться к косметологу или к дерматологу, чтобы там решить проблемы с кожей. Или, может быть, вы будете менять прическу, менять какой-то гардероб свой, может, что-то будете покупать себе, либо заказывать где-то через онлайн новую куртку, новые сапоги, новую кофту. То есть что-то вот обновить в себе вы захотите в понедельник и вторник. И причем вы будете так заряжены, что ой, какая классная кофточка, как я ее хочу. И побежали и купили. То есть и такое может быть. Затем Луна в Стрельце может дать вам чувство преувеличения каких-то вещей. Может быть, кто-то что-то сделает, и вы из этого будете из мухи слона, так сказать, лепить. Поэтому здесь, Стрельцы, успокойтесь. Все в жизни бывает. К этому тоже нужно отнестись с оптимизмом. Ни в коем случае не накручивайте себя, если вдруг что-то не выходит или как-то ваши планы поменяются. Затем таланты и способности проявляются по первому дому. Может быть, опять же, да, вот все, что касается способностей, может быть, вы найдете какое-то действительно новое хобби для себя. Вот прям мне нравится, допустим, я не знаю, там шить, или мне нравится готовить. И вот в понедельник, вторник вы этим можете заняться, и это принесет вам колоссальное удовольствие. Что-то изменит вас. Может быть, вы поймете, не знаю, свою дорогу по жизни. Может быть, вы осознаете, что вы замечательные кулинары, будете в этом развиваться. Замечательно. Затем Луна в первом доме говорит о том, что ваши решения будут основываться не на логике, а на эмоциях. Поэтому если вдруг какие-то вопросы возникнут внутри семьи, с детьми, с коллегами, с друзьями, от вас потребуется решение, вы будете относиться к этим решениям на эмоциях. Вот то, что вы чувствуете, то вы и выпалите. Вот чувствуете вы негатив, выпалили негатив. Оптимизм, всех зарядили. Все будет происходить в понедельник и вторник на вашем внутреннем вот этих вот эмоциях. Не по логике вы будете действовать. С одной стороны это нормально, а с другой стороны вы можете нарубить дров. Поэтому прежде чем что-то решать в вашей жизни или кому-то помогать в решении чего-то, каких-то проблем, сначала подумайте, как будет правильно, как лучше сделать, а потом уже что-то советуйте и предлагайте. Но ни в коем случае не на чувствах, не на эмоциях там кричите на ребенка, что он такой вот разгильдяй, ничего не может, убрать носки не может. Спокойно отнеситесь, объясните ему, что так нельзя делать. Нельзя разбрасываться носками. Ой, и восстановление прошлых связей, это тоже Луна в первом доме. Может быть, вы будете списываться со своим бывшим партнером, со своей бывшей женой или мужем. Может быть, вы восстановите какие-то контакты с какими-то друзьями, с которыми вы давно не виделись, захотите им написать, захотите с ними встретиться, пообщаться, узнать, как у них дела, посетить их соцсети. Может быть, вы хотите узнать, что там происходит у ваших старых друзей и будете их искать в социальных сетях, смотреть фотки их или свои фотки, ностальгировать по прошлому, по прошлой жизни. Может быть, и таким образом проиграется понедельник, вторник. Ну, еще будете также и погружение в себя, основываясь на какой-то несправедливости. Может что-то в понедельник, вторник произойти, что вас выбьет из баланса, из какого-то, как бы что-то происходит вот в таком образе. То есть какая-то ситуация несправедлива по отношению к вам, или по отношению к вашим детям, или по отношению к любимому человеку, и вы погрузитесь в себя и будете искать вот эту, знаете, нотку справедливости. Как мне поступить, чтобы все было так, как положено. Поэтому в понедельник и вторник может пройти в вашей жизни именно так. Среда и четверг. Луна переходит в знак зодиака Козерог, это ваш второй дом гороскопа, а это говорит о сдержанности в финансах. Кто-то, возможно, будет у вас клянчить деньги, либо ребенок, либо любимый человек, либо родственники, либо коллеги. И здесь вы никому ничего не дадите. Вы скажете, что нет, надо сейчас вот побольше экономить, или сейчас нужно побольше собрать денег, накопить на что-то. Вот в среду и в четверг у вас будет в
сфере финансов сдержанность, как будто вы вот прям по плану все распишете. Вот эти деньги пойдут на продукты, эти деньги мне нужно заплатить за квартиру. Вот прям какие-то вот такие будут у вас мысли в голове в среду и в четверг. Затем, возможно, вы почувствуете, что в семье вы главный или главный, и нужно будет как-то дополнительно зарабатывать деньги. Может быть, вы будете рассматривать какие-то подработки или вообще другую работу, где больше платят. Вот прям искать это будете, думать об этом будете, где бы взять еще дохода и как мне устроить свои траты, чтобы я не попал или не попала в лужу. То есть и это тоже может быть. Далее, любые предложения будете вы воспринимать с осторожностью. Если вам кто-то посоветует пойти куда-то, там в какую-то компанию, там поработать, или выйти туда на подработку, вы будете как-то еще вот так вот сомневаться, идти мне туда или не идти, а что я от этого получу, а что вот мне затрат больше будет, может быть, на транспорт до этой подработки. То есть, допустим, мне там заплатят 1000 рублей, а на дорогу я потрачу 600. И что мне эти 400 дадут? То есть, вот такая будет логика у вас, стрельцы. Препятствия в делах могут быть, опять же, да, все, что связано с деньгами. Может быть, нужно будет прописать какие-то правила. Или то, что вы хотите что-то приобрести, что-то купить, на что-то потратиться, но будет четко понятно, что нельзя трогать эти деньги. Кубышка, вот она стоит, этот поросенок с дырочкой, и вы туда кидаете постоянно по монетке, нельзя ее сейчас открывать. Вот прям нельзя, потому что есть какой-то определенный план действий в вашей жизни. Может быть и так. Далее, второй дом – это эмоции и самооценка. Возможно, вы себе сами закроете какой-то путь к новому достижению своих целей. Может быть, вы будете в себе не уверены в среду и в четверг, и, к примеру, вам предложат там подработку, а вы скажете: о, не-не-не, я это не умею, о, не-не-не, я это не знаю, я туда не пойду. И тем самым вы себе перекроете денежный поток. Поэтому, стрельцы, в среду и в четверг, прежде чем отказываться, подумайте. Может быть, вы действительно можете справиться и с этими задачами. Это очень важно. Так, и все, что касается еще, опять же, талантов. Возвращаемся в эту тему. У вас проявятся какие-то способности зарабатывать. Может быть, вы будете как-то людей, знаете, вот вы будете находить людей, которые могут вам привнести в жизнь эти деньги. Договариваться с кем-то вы будете, либо найдете человека, у которого есть свой бизнес, и к нему выйдете на подработку, или поможете ему с бизнесом, или сами будете думать о бизнесе, какой же бизнес мне открыть, чтобы больше инвестиций приходило ко мне в семью. Вот так могут пройти среда и четверг. Пятница и суббота. Луна в знаке зодиака Водолей. Она приходит в третий дом гороскопа, там же, где и Меркурий. Только Луна будет находиться 2 дня всего там. Что она может привнести? Во-первых, это нервозность некоторую. Возможно, вы будете нервничать по поводу транспорта. Может быть, электричка запоздает, автобус запоздает, вы опоздаете на работу. Или, может быть, автомобиль посередине дороги заглохнет или что-то типа того. И, конечно, я утрирую, и не дай бог такого. Может быть, вы пересядете на какой-то транспорт, и это будет немного вас как бы напрягать. Может быть и это. Может быть, общение с каким-то человеком будет нервозным таким в пятницу-субботу. Не сможете договориться с клиентом, или не сможете, какой-то клиент придет бешеный, или, может быть, вы не сможете договориться внутри вот семьи с чем-то, то есть у семьи будет такая позиция, у вас такая позиция, и вот это вот будет вас немного нервировать, возможно и так. Далее, Луна в Водолее дает вам новые знакомства, и опять же пятница, суббота замечательное время для того, если вы одинокий стрелец, время для того, чтобы знакомиться. Вот в пятницу можете скачать себе приложение по знакомству, закачать туда свои фотки и знакомиться с людьми, общаться, идти на свидание, пить кофе, чай, ходить в кинотеатры. Больше проявляйте себя, и вы обязательно встретите человека, который вам, ну не, конечно, это ваш будущий муж и жена, может быть и так сыграет, конечно, это знакомство, но может быть просто хороший собеседник, с которым вам будет комфортно и удобно. Так что новые знакомства в пятницу, субботу, это очень хорошо. Далее, новости могут прийти в пятницу и субботу, и они будут касаться либо обучения, либо курсов каких-то, либо стажировок. Либо новости будут касаться транспорта, может быть, вам откажут там в ипотеке на автомобиль. Или наоборот, вы получите наконец-то эти права, которые учились, да, хотели получить права на автомобиль, вот и получите. В пятницу, субботу. Может, какой-то экзамен будете сдавать, права или автомобиль, да, вести, как там, я не знаю, у меня просто нет прав, поэтому как бы в этой сфере тоже может быть какие-то новости и информация. Затем
Все, что связано с торговлей, это тоже третий дом. Придут новые клиенты. Они могут быть и раздраженные, как я уже говорил в начале, а могут быть просто новые, которые вами будут вот прям вот ошарашены вашим обслуживанием и будут ходить только к вам. Вот только вот если вы работаете, мы придем и купим. Если не ваша смена, мы не придем. Может быть, такие будут контакты у вас с новыми клиентами. Если, опять же, ваш труд, ваша работа связана с продажей. Затем будет трудно даваться какие-то домашние дела. Вот, к примеру, там, не знаю, какие домашние решения в бытовых делах. Ребенок отпросится куда-то, и вы не будете знать, давать ему разрешение или не давать. Вот что-то там поломалось дома, нужно это решить. И вы будете, да, хорошо, сейчас вот решу. И как-то вот потихонечку отойдете от этого. В любом случае решения будут даваться в пятницу и субботу достаточно трудно в домашних каких-то обычных делах. Вот здесь нужно проявить тоже стойкость и не разбрасываться там, знаете, ой, все, не могу, ничего, все, отстаньте, и начинаете кричать. Ни в коем случае кричать не нужно, стрельцы. Все решится само собой. Не можете принять решение, ничего страшного, придет время, когда сможете. Господи. И встреча с братьями и сестрами, это тоже третий дом. И, возможно, какие-то сюрпризы от них получите, какие-то новости могут принести, либо брат, либо сестра, либо родственники какие-то сюрпризы, новости. Может быть, вы с кем-то познакомитесь, может быть, это будет жених сестры или муж вашей сестры, с которой вы вообще ни разу не виделись. Может быть, с ним познакомитесь. Ну и еще хочется сказать по поводу Луны в Водолее, что оценивайте свои возможности и шансы. Если вы чувствуете, что у вас какое-то состояние такое не особо, не соглашайтесь на подработку. Если вам там предложат, да, не прыгайте выше головы, стрельцы. Если вы что-то чувствуете, послушайте свой внутренний голос и поступайте именно так. Все через себя, любые какие-то идеи через логику, а потом через чувства. Вот так будет лучше намного. И оценивайте, конечно, возможности. Можете, не можете. Можете помочь, протяните руку. Не можете помочь, не нужно себя заставлять. В воскресенье Луна переходит в знак зодиака Рыбы, ваш 4-й дом гороскопа. Там она будет находиться 2 дня, и воскресенье, и понедельник. О чем это говорит? Во-первых, вы захотите поехать к родителям, либо пригласить их к себе и провести с ними этот день, это воскресенье. Может быть, с ними куда-то поехать, там в горы кататься на лыжах, либо просто поехать на дачу к родителям, либо вместе с ними съездить куда-то на дачу, за город, в лес, на шашлыки, в какой-то ресторан сходить. Вы захотите с ними ощутить вот это, знаете, тепло, вот это вот понимание, чтобы вас приласкали, обняли. Вот просто прийти к маме и сказать: мама, обними меня. Вот прямо здесь и прямо сейчас. Обними меня. И она подарит вам те эмоции, которые вы захотите почувствовать в воскресенье. Либо ваш любимый человек, вы захотите с ним как-то укутаться дома, посидеть перед сериальчиком, погрызть попкорн. Но в любом случае Луна в Рыбах производит вот эти чувства, повышенная вот эта вот чувствительность, повышенная востребованность именно каких-то таких теплых отношений в воскресенье. Затем, может быть, вы будете как-то обустраивать свой дом, двигать диван, купите новый плед, прошу прощения, купите новый плед, купите новую какую-то лампочку, которая будет светить там теплым освещением. Может быть и такое, что-то поменяете в интерьере, чтобы вам было комфортно и хорошо, и чтобы вы домой приходили и прямо вот расслаблялись. Затем, захочется убежать от проблем. Луна в Рыбах, она, знаете, она как будто не хочет сталкиваться с реальностью и погружает вас внутрь себя. Не хотите вы сейчас ни с чем, никакие вопросы решать, никакие задачи вы в воскресенье не хотите решать. Вы хотите все вот куда-то туда отправить, положить и сказать: все, потом все решу. Поэтому в воскресенье, в понедельник, возможно, вы откажетесь от решения каких-то важных задач. Не сейчас. Вам покажется, что не сейчас. И эти темы могут касаться недвижимости, может касаться аренды жилья. Может быть, вы захотите переехать куда-то. Либо постоянно труба ломается, и все, я устала, не хочу этим заниматься сейчас. Вот как-то закройте глаза на какие-то важные вещи касательно вашего жилья. Может быть, ремонт давно пора делать, у вас там крыша капает, да? Но вы в воскресенье не захотите этим заниматься, захотите просто понежиться, ничего не делать, спать вообще до обеда, не трогайте меня. Может так пройти в воскресенье и в понедельник в том числе. Может быть, у вас отпуск будет, и в отпуск вы захотите тоже понежиться и поваляться.
Затем придет какие-то неожиданные решения старых проблем. Может быть, что-то давно-давно тянулось, какая-то проблема, какая-то задача. И вот сейчас, вот в воскресенье либо в понедельник вас озарит, как будто, знаете, вы поймете, как нужно решать свои дела и проблемы. Вот прям вот так вот. Вот просто вот придет решение, и не нужно будет думать. И затем четвертый дом — это все, что касается женской сексуальной энергии. Вы захотите побольше вот прям вот какой-то, знаете, тактильности, чтобы вас человек обнял, поцеловал. Вот что-то, какая-то сексуальная энергия у вас будет. Вы захотите провести ночь со своим любимым человеком, и чтобы вас никто не трогал, никакие задачи вас волновать не будут. Вот просто ваша голова переключится вечером в воскресенье вот на личную сферу жизни. Ну и в том числе забота и опека, тоже четвертый дом. Возможно, за кем-то придется поухаживать. За ребенком, за мамой, за папой, за дедушкой. С ними провести воскресенье или понедельник. Как-то им помочь в чем-то. Может быть, там, не знаю, там что-то нужно передвинуть, а бабушка уже старенькая, и вы приедете помогать. Либо отвезете родителей в поликлинику, в какую-то клинику, чтобы они сдали анализы. Вот прям заботиться о ком-то будете. И одновременно с этим вы захотите, чтобы позаботились и о вас. Так что и в воскресенье, и в понедельник взвешивайтесь, сестры-стрельцы, и вы заботитесь, и о вас позаботятся, и все будет прекрасно. Дорогие стрельцы, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и гармонии. Пусть в вашем доме будет больше уюта и больше тепла. Принимайте гостей, сами посещайте гостей. Делитесь своим оптимизмом. У вас всегда стакан наполовину полон. Так что, пожалуйста, сохраняйте в себе это качество и улыбайтесь. Улыбайтесь, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое, что провели это время со мной. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно на него каким-то образом попали. Ну и пишите комментарии, я жду их, буду читать с удовольствием и лайкать. Еще раз, стрельцы, желаю вам только добра, чтобы все было у вас хорошо. Идите вперед, и я в вас верю. До свидания.